Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас последняя, четвертая часть вот этого вот кардигана, совместника, который раньше был совместником. Вот, еще хочу сказать, что сегодня вы можете скачать, ну не только сегодня, она там останется навсегда, PDF-файл с описанием этого кардигана, если вы не хотите искать, там вдруг вам что-то надо, не хотите искать видео, то, пожалуйста, у вас есть PDF-файл для скачивания в Телеграме, девчонки. Поэтому добавляемся. Вот он, скриншотик, QR-кодик на добавление в Телеграм. Если не понимаете, что с ним делать, под видео есть описание. В описании ссылка, прямая ссылка в Телеграм-канал. И там будет сегодня добавлен PDF-файл на скачивание этого кардигана. Вот, либо в первом комментарии тоже закреплю. А также хочу напомнить, что у нас продолжается совместник бесплатный на вот этот вот жилет. Вот, поэтому тоже добавляемся. Совместник проходит тоже в Telegram, поэтому QR-код тоже сканируем. Вот, и заходим в совместник. Итак, четвертая часть, рукав. Я вас приветствую, еще раз прошу, каждый раз буду просить прощения за ракурс. Я все еще снимаю, держа селфи-палку ногами. В общем, сегодня мы сошьем плечика. Вот одно я уже сшила и связала рукав. Наберем петли на рукаве, свяжем рукав. Значит, что касается сшивания. Определитесь с лицевой стороной, какая у вас будет лицевая сторона. Вот я определилась, что моя лицевая сторона это кромочная, и сразу за ней лицевая петля. У вас может быть по-другому. Вот у вас может быть вот так вот из изнаночной петли начать, что, кстати, возможно даже и лучший выход, чем с лицевой. Я вот все никогда не могу понять, где лучше. Так. И сшиваю я за кромочные, вот таким вот образом, за обе как бы петли, которые у нас от закрытия петель. Так. Вот, если вам нужно еще корректировать натяжение, то вы корректируете, то есть ориентируетесь на сантиметры по плотности, то есть фиксируете одна петля 1 сантиметр. Это, кстати, я так решила, что я сошью таким образом. Вот, вы можете сшить обычным швом. Вот, смотрите, чтобы у вас шов был фиксированным, да. Вот здесь с изнанки, с лица у меня получается вот такая вот красивая полоска, да. Я ее как бы воспринимаю как декоративную. Если вы ее не хотите, то сшиваете вот так вот нормальным обычным швом, либо петля в петлю. Это уж зависит от ваших как бы предпочтений. Но вот так вот мне вполне себе нравится. Вот такая вот декоративная, как бы декоративный элемент вполне себе для меня интересный. Так, что же мы делаем с набором петель? Девчонки, пробовала несколько раз, пока вычислила именно вот, чтобы был такой рукав, как... Поэтому у меня уже один и связан, потому что я его всегда как бы один рукав вяжу, чтобы проверить, да. Потом я снимаю вам. Значит, я привязываю нить. Здесь у меня осталась нить от полочки. И каким образом я набираю петли? Значит, из каждой кромочной первые 2 петли. Раз, 2. Далее идет через кромочную. Одну пропускаю, вытаскиваю, пропускаю, вытаскиваю.
Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. А здесь вот 21 и 22. Здесь есть 2 последние петли из каждой петли. Так, далее. Тут снова 1 и 2, 2 петли. И еще 20. Далее через одну. 1. То есть так, 4 это. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И здесь вот тоже из каждой 1, 2, 21 и 22. То есть всего 44 петли. Далее я вяжу. Вы как хотите, конечно же. Вы можете вязать в круговую. Но я не люблю. Это уже мой осознанный как бы вывод. Да? И я в круговых изделиях рука вяжу, если боковая часть сшита, я вяжу вот так вот со швом, потому что мне так удобнее. Не нужно переворачивать все изделие, как бы, ну, перекручивать при вязании в круговую. Далее я вяжу английской резинкой, так как я вязала. Вот, но только, ну, не только, а поворотными рядами, как и вязали. То есть не в круговую. Кто хочет себе усложнить жизнь, пожалуйста, вяжите в круговую. Рукав вяжется ровным, без никаких добавлений, убавлений. Все согласно образцу, в общем, на который мы ориентируемся. Вот. И я вяжу, потом буду просто сшивать. То есть дальше я вяжу резинкой. Ой, английская резинкой, да. Так, давайте я вам сейчас покажу. Вот рукав у меня связан. Значит, вот он ровный, смотрите. Пышненько, ровненько. Здесь я шовчик сошью. Здесь он будет красивым, потому что кто сомневается. Потому что нет сокращения, не будет вот этих ступенечек. Я его сошью, и все будет прекрасно. По кромочным петлям сошью, и все. Выглядит это вот, кстати, вот по лицевой стороне мы набрали эти петли, видите, возможно было бы лучше с изнаночной. Не знаю, я вечно, всегда у меня эта дилемма, всегда я об этом задумываюсь, потом по итогу мне кажется, что было бы лучше на другую сторону. Плечо, еще раз показываю, смотрите, чтобы оно у вас вот не было вот так вот, не тянулось. Вот, видите, я натянула, и оно зафиксировано, оно держит свою форму, и вот на этой форме потом будет, знаете что, не будет обвисать вот это вот плечо, понимаете, оно может, эта вязка, ну, может обвиснуть, а вот благодаря фиксации в плече она будет держать форму, вот это важно. Этот момент важен, поэтому я 45 раз переповторила. Ну, в общем, я вяжу дальше ровненько рукавчики и скажу вам сколько.